Я думаю, что автовладельцы делятся на две категории. Те, которые покупают надежное авто, новое, ну или же ему пару лет. Они ездят на нем каждый день, и как бы ничего не ломается, и им как бы все равно. А есть те люди, которые покупают старую машину, и она ломается, они должны ее чинить, но они получают истинный кайф от этого. И вот владелец сегодняшнего авто, вот такой человек второй категории. Когда он мне сказал, что он хочет отдать свою машину на тест-драйв, я был очень приятно удивлен. Но к тому же это легенда, то есть я не мог сказать «нет». Поэтому на тест-драйве сегодня Mercedes в 123 кузове 83 года. Погнали! Итак, ребята, что сказать про 123 кузов? Всего было продано 2 миллиона 700 тысяч автомобилей. Этот автомобиль является одним из самых успешных выпущенных компанией Mercedes. Кстати, ему на замену в дальнейшем придет 124 кузов, знаменитый E-класс, Волчок. Итак, что по передней части? Фары у нас прямоугольные, имеются противотуманки и дальний и ближний свет. Решетка радиатора также выполнена из хрома. Что нравится, что это не пластик впереди, как на новых автомобилях, а именно, что они решили пойти по пути хрома и сделать эту машину реально представительской. И что реально радует, ребята, то, что оригинальные запчасти все еще в автомобиле. Мотор абсолютно не перебирался. То есть вот как его купил владелец с 83 года, так по нему особо ничего не делалось, менялись только расходники. И что опять-таки говорит о качестве. То есть это не автомобиль, который на каждый день. Его нужно что-то менять. Это автомобиль, который ты вот купил, ты на нем сел, поехал, залил бензин, поменял расходники, больше ни о чем не надо думать. Я просто удивляюсь, в каком состоянии оставил владелец и какое у него чувство, отношение к детали. Это то, что он оставил номер, который был экспортный, который был привезен из Германии вместе с автомобилем. И вот он его все еще сохранил, он его все еще носит на машине. И вот такие ребята, они реально... Вот такой респект таким ребятам. Итак, пацаны, я знаю, что у вас всех есть на машинах такая кнопочка, на нее нажимаешь и откидывается капот. Короче, в классике все не так. В классике нужно взять вот за такую ручку, потянуть за нее нормально и все получится. Итак, ребята, что под капотом? Под капотом тот движок, за которым все охотились и до сих пор охотятся. Это 3-литровый 5-цилиндровый турбодизель, 125 лошадиных сил. Конечно, наши уже кони убежали некоторые. Владелец сказал, что, наверное, там порядка 85 сил осталось. И крутящий момент 245 ньютон на метр. Что вам рассказать по нему? Он инжекторный. Опять-таки, присутствует турбина. Эти движки были рассчитаны на 1 000 000 километров. То есть их особо чинить ничего не надо. И как сказал владелец, который уже владеет этим авто 2 года, так особо он ничего и не менял. Единственное, что ему надо будет поменять пару вещей по подвеске, вот. А так, если честно, то движок его пока что, он сказал, не подводил. Ну а что тут подводить, как бы сенсоров никаких нету, никакой электрики, проверенный движок, опять-таки делали качественно. Движок этот OM 617, он производился с 82 года по 86 год. Очень и очень много хрома. Опять-таки автомобиль делается как вот такой бизнес-класс, и хотели показать всем, что этот автомобиль достоин
какого-то директора завода, не знаю, или же какого-то политического деятеля. Посмотрите, сколько хрома в этом автомобиле. Хромовая полоска, которая начинается почти что от передней оптики и идет до задней оптики, обивая автомобиль. Хромовые лопухи, хром идет повсюду, вот здесь по стойкам и проходит через крыши и так далее. То есть также хром присутствует на ручках. Они сами сделаны из пластмассы, правда, но вот вокруг них тоже находится очень много хрома. 14 колеса на 195 резине. Ну, ясно, что резина менялась, это уже Мишлен. А так, автомобиль, опять-таки, вот чисто внешне, если не думать о том, что она краска немного потерта, просто смотря на автомобиль, ты чувствуешь всю историю. Ты чувствуешь, вот сколько человек в нем ехало. То есть, о чем они думали тогда, какие были зарплаты, то есть, вот какое было время. Я не знаю, вот уносит просто автомобиль тебя вот эти времена перестройки в СССР, может быть. Когда вот Горбачев пришел в власть. Вот это все. Столько в истории, столько вот истории в этом авто, что мне, парню, которому 23 года, просто вот, я бы сказал, может, стыдно находиться с этим автомобилем. Я чувствую, что мне нет, может, даже нет права его обозревать, я не знаю. Но в то же самое время я пытаюсь дать этому автомобилю должное. То есть это легенда, ее нужно вот представить как легенду. Ребята, настоящая находка в этом автомобиле. Аптечка с 83 года. Владелец ее оставил, первый владелец, а также ей пользовался. Ну, как бы не пользовался, она такая осталась. Вот, посмотрим, что у нас тут имеется. Так, какие-то sterile pads. Есть такое вот, ну, как скотч, я не знаю, ну, какой-нибудь медицинский скотч. Ребята, я в медицинских ценах вообще не разбираюсь. Антисептики есть какие-то. Вот, есть ножницы. Ну, чтобы там рамку обработать, знаете, там, и так далее, вот. Такие прикольные угловатые ножницы. Вот. Что тут еще? Какие-то кремы. Ну, конечно, этим никто сейчас пользоваться не будет, потому что все уже давно просрочено. Но в то же самое время реально радует, вот насколько владелец вот пытается сохранить эту классику, да. И насколько в то время заботились о здоровье реально людей. То есть вот такую аптечку положить сюда, в машину, да. То есть она, конечно, вся в потрепанном состоянии, но в то же самое время радует то, что она все еще имеется. Ну, вот так вот. Положим ее обратно сюда, там, где она и должна была находиться. Ребят, что по задней части? Как я вам уже сказал, вот эта линия хрома, которая начинается от передней оптики, она также продолжается вокруг всего багажника, она обвивает наши задние габаритные фары. И также еще под фарами находится еще одна линия хрома. Опять-таки, все было сделано, чтобы показать, что эта машина она не для обывателя, она не для пролетариев, да, она для людей, которые вот в жизни продвинулись, вот достигли чего-то. И это было все создано, чтобы показать это. Я помню эти задние фары. Теперь я знаю, где эту машину видел. Я видел ее в детстве у себя во дворе. У ребят, которые занимались, ну таким они, вроде такие мелкие механики были. У них был такой Мерседес. И я всегда его видел, он был в ужаснейшем состоянии. Но я помню, я обожал эти задние фары. Я их видел, я понимал, что вот, не знаю, даже вот, ну мне было, может быть, лет 8-9, но я видел, я понимал всю люксовость этого автомобиля. И опять-таки, видя эти фары где-то в Калифорнии спустя много лет, я все равно проникаюсь таким чувством то ли детства, опять-таки, то ли такого очень сильного уважения к автомобилю. Что еще по задней части, ребят? Присутствует логотип Mercedes, как обычно. Понятное дело, что это 3-литровый дизель из шрифта сзади, из такого логотипа. И также это турбодизель, это мотор, который, как владелец сообщил, который все реально хотели. И вот он тоже, когда покупал машину, смотрел именно на турбодизель, а не на бензиновые агрегаты. И попробуем открыть багажник сейчас. Вот, ключи я вам тоже покажу, но ключ он такой немного, я бы сказал, дешманский, ну потому что владелец пытался его как-нибудь прикрепить к брелку своему, вот. Так, попробуем открыть багажник. Сейчас просто надо немного придаться уверенности и попробовать еще раз. Так, закрутить, сжать, нет, получилось. Вот, окей. Покажем все содержимое этого багажника. И вы поймете, что
А если быть владельцем старого авто, это все вам пригодится. Все виды жидкостей, плоскогубцы, разные такие, ну я не знаю, болты и так далее, саморезы, вот. Но в то же самое время владелец о ней заботится, и это очень сильно радует. Так, ребят, начнем с ключа, да? Вот такой у нас ключ, оригинальный, харизматичный. Панель приборов, что из рабочего? Работает спидометр, тахометр не работает, температура масла не работает, и также работает шкала топлива. Что здесь у нас присутствует? Да, здесь у нас присутствует, кстати, наддув. По салону работает магнитофон оригинальный, кстати, 82 года все еще работает. Климат-контроль не работает, поэтому, ребята, будем жариться в Калифорнии. Антенна рабочая все еще. Вот, это для включения плафона. Также не работает, но не с кнопки, а он просто сам по себе включается. Руль огромный, напоминает эти маршрутки, которые были, на которых я так много ездил в школу и так далее. Вот, огромный руль. Вот. Заводится, кстати, он достаточно тяжело. Так что, надеюсь, заведется сразу. На автомобиле 320 тысяч километров уже. Вот, поэтому, опять-таки, ему все простительно, абсолютно все. Эти автомобили, кстати, приходили также с ABS-системой и также с подушками безопасности, но на нашем экземпляре их не присутствует, поэтому будем водить осторожно. Салон немножко потрепанный, но как бы сказать немножко. Владелец говорил, что до него этим автомобилем владел полный человек, поэтому кожа на сиденье разошлась. Это, кстати, не кожа, а кожезаменитель. Как он нам сообщил, вот, что по бардачку. Интересно, откроется ли он нам сегодня? Да, открывается. Сейчас. Ну, или же как бы нет. Так он пусть останется. Попробуем, если исключение откроется, то мы его как бы трогать и не будем. Так. Он нам подаст сейчас. И, короче, пацаны, вышло, пацаны, попробуем сейчас как бы его вставить обратно и забыли. Так, 4-ступка. Вот. Здесь, кстати, у нас кнопки для переключения, точнее, стеклоподъемники. Работают только левые стеклоподъемники, это водителя и заднего пассажира слева. Правые они вообще абсолютно не работают. Я всегда обожал эту вентиляцию на Mercedes, она такая четкая. Кстати, вот новый Mercedes нового поколения также так пытаются копировать, но, понимаете, харизмы, ребята, уже нету. Такой харизмы, как в этой машине, вот это реально легенда, то есть ее нужно... Вот в ней сидишь, да, пахнет старой машиной, это все присутствует, но в то же самое время настолько я сейчас счастлив, что я могу на этом автомобиле прокатиться. Вот. Ну что, поедем? Ручник. Все звучит так, как будто машина сейчас разложится. Но нет. Миллионник. Да, звук от дизеля, конечно, реально сильный. Так, владелец сказал пару вещей. Короче, с первой на второй он переключается с небольшим толчком. Вот, как только выйдем на большую прямую, посмотрим. Тормоза, кстати, неплохие, он менял недавно. Но в салоне прям такой гул стоит, ребята. Я не знаю, вы слышите или нет, но дизель звучит на все 100. Так, педаль пол. Кстати, вот ничего себе, нормально переключилась. Он еще сказал, со второй на третью вроде тоже немного будет трудно, но переключился он достаточно приятно. Педаль газа очень тяжелая, ребята, очень тяжелая. А руль, вот такой у нас руль. Сейчас попробуем втопить. Вроде втопили. Да, вот это такой был небольшой кик. Толчок с мотором. Сейчас стопим. Да, вот, толчок. Толчок неплохо. Все как и было сказано. К сожалению, кондиционера нету, поэтому я сейчас реально жарюсь в машине. Вот, но руль настолько огромный. Ребята, я чувствую, что я управляю каким-нибудь грузовиком.
такой сильный люфт у руля, но на капоте трехлучевая звезда, как поется в песне. Вот, и я вижу свою трехлучевую звезду, и мне доставляет столько удовольствия, что нахожусь за рулем легенды. Сейчас притормозим, чтобы пешехода не сбить. И вот попробуем здесь опять втопить, вот прямо с нуля. Так. Дизель, кстати, тарахтит еще больше при торможении. Так, давай, втопили. Давай. 15. Толчок. 25. Это 40 км в час. Трактор. Управление. Нормально, нормально, выжили. Так, попробуем еще один. Еще один разок. Так, втопили. Давай, дизель, тащи меня, Мерс. Нормально. Все ништячок, ребята, знаете, все нормально. Так, приоткрыл козырек такой, чтобы солнце не слепило. Сидишь на Мерсе. Кстати, сиденья реально офигенные, ребята. Офигенные сиденья. Такая подушка под головой. Прям хочется так сесть вальяжно. Ну, притормозить прямо в пол. Что-то, походу, тормоза не очень, ребят. Или, я не знаю, может, машина тяжелая даже. Может, из-за этого, но... Знаете, вот я чувствую себя владельцем... не владельцем, водителем автобуса. Вот, таких старых Мерсов. За проезд передаем сзади. Эй. Да. Такие вот делишки, короче. Но столько харизмы в этом автомобиле. Сейчас поворотничек. Так вот, давай, малышка, давай. Топим. Топим в пол. Да, 85 присутствующих сил продолжает нас тянуть дальше. Если честно, я бы себе такой автомобиль взял бы под проект, чтобы вот прям его реально восстановить. Может, в дальнейшем, кстати, планирую сделать такой проект на канале, как только немного наберется подписчиков. Кстати, ребят, если вы смотрите это видео, очень и очень просим подписаться на наш канал. Вот. Ваша поддержка нам будет очень и очень нужна, чтобы развиваться дальше. Мы снимаем это все реально для вас. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, и мы снимем еще больше легенд для вас. А теперь я вам попробую показать со своего ракурса вид камеры. Lexus, притормози, братан. Мы на Мерсе. Так вот. Уважение, ребята, уважение на дороге. Вот что нужно. Вот зачем. Вот зачем люди покупают Мерс. Из-за уважения на дороге. Несмотря на то, что 35-летний Мерс, уважение все еще присутствует. Ну, чтобы подвести небольшой такой итог, да, ребят, нашему тест-драйву сегодня. Легенда, действительно легенда. Я не катался на таких старых машинах до этого. Это первый мой такой эксперимент. Вот. Спасибо огромное владельцу за то, что он разрешил, да, покататься на своем авто. Спасибо таким людям, как он, которые реально заботятся о автомобилях и обеспечивают им дальнейшую жизнь, следя за ними и ремонтируя их. Хочу сказать спасибо зрителям за то, что вы нас поддерживаете, чтобы мы могли снимать дальше такие видео. И опять-таки, если вы могли подписаться на канал, было бы идеально, если бы могли поставить лайки, написать пару комментариев, что бы вы хотели видеть. А так, что по Мерседесу сказать вам, ребят, последние свои такие выводы. Это машина для такого человека, который вот реально фанат марки, которому есть время, у которого есть время и возможность чинить. Кстати, владелец авто работает механиком в компании Mercedes, поэтому он знает, как ее чинить и что с ней делать. Поэтому он решил купить такой экземпляр. Вот. А так, если за ним реально следить, это очень надежный автомобиль.
он вас не оставит в дороге. Поэтому, может быть, их и покупают сейчас. Знаете, особенно в Калифорнии, как бы нету нормальная погода. Машина не будет ржаветь. И ты выделяешься из толпы даже больше, чем Сааба, о котором мы говорили дальше. Это реально классика. Люди готовы за нее платить любые деньги. Если ее реально нормально отреставрировать и за ней реально следить, то это очень даже неплохой вариант. Единственное, что она реально не тянет, ребят. Вот мы в подъем поднимаемся, мне жалко эту машину даже мучить так. Я думаю, что на оборотов может сейчас 3 или 4 тысячи сейчас у нас. Вот. Управляемость, на что по управляемости говорите? Ее нету, как бы. Машина следует за рулем, секунды 3 после того, как я поворачиваю руль, поэтому что об управляемости говорить. Вот. Так, ребята, такой обзор небольшой на Mercedes. Надеюсь, вам понравится, и увидимся на канале, ребята. Ну что, ребята, завершим, пожалуй, тест-драйв Mercedes 123 кузова, 3-литровый турбодизель. У машины, конечно, полно, на наше время, очень много недостатков. Очень шумный мотор, внутри все тарахтит, все изодрано, сиденье, кожа и так далее, но кожезаменитель. В то же самое время в машине очень много харизмы, и поэтому ты хочешь это все простить. Ты не можешь эту машину ни в чем осуждать, потому что она проехала 35 лет, она своего владельца не подводит. И поэтому я думаю, что эта машина заслуживает уважения. И заслуживает ваших лайков и ваших подписок. Спасибо большое за то, что посмотрели видео. Увидимся в следующем видео. Всем удачи, пока.